Каббала, на иврите «получение», «принятие», представляет собой древнейшую мистическую традицию иудаизма, уходящую корнями в глубокую древность. Согласно каббалистическому преданию, это тайное знание было передано Моисею на горе Синай вместе с Торой и затем передавалось устно от учителя к ученику на протяжении веков. Исторически формирование каббалы как системы можно разделить на несколько периодов. Период Меркавы, первые 10 века нашей эры. Ранняя мистическая традиция, сосредоточенная на видениях божественной колесницы, Меркавы, из книги пророка Иезекииля. Мистики этого периода практиковали медитации для достижения экстатических состояний и восхождения через небесные чертоги. Средневековый период, 12-13 века нашей эры. Время систематизации каббалистического учения. В Провансе и Испании появляются первые письменные каббалистические тексты. Главным памятником этого периода стала книга Зоар «Сияние», написанная по традиции Рабби Шимоном бар-Юхаем во II веке, но фактически составлена Моисеем де Леоном в XIII веке в Испании. Лурианская каббала, XVI век. Революционный этап, связанный с именем Рабби Ицхака Лурии, Ари, из Цфата. Его учение о Швират-Хакилим, разбиении сосудов, и Тикун-Олам, исправлении мира, радикально переосмыслило каббалистическую космологию. Хасидский период, XVIII век, наше время. Популяризация каббалистических идей через хасидское движение, основанное Баал-Шем-Товом, сделавшее мистические концепции доступными широким массам. Основные концепции учения. Эйн-Соф. Центральное понятие каббалы, означающее бесконечное, абсолютную божественную сущность, непостижимую и неопределимую. Эйн-Соф находится за пределами любого описания и понимания. 10 сферот – краеугольный камень каббалистической системы. Сферот представляют собой 10 божественных эманаций или атрибутов, через которые Эйн-Соф проявляется и творит мир. Первое – кетер, корона, воля, первоисточник. Вторая – хохма, мудрость, отцовское начало, первая вспышка сознания. Третье – бина, понимание, материнское начало, различающий интеллект. Четвертое – хесед, милосердие, любовь, расширение. Пятое – гвура, строгость, суд, ограничение. Шестая – тиферет, гармония, баланс. Седьмая – нецех, вечность, настойчивость. Восьмая – ход, слава, благодарность, смирение. Девятое – есод, связующее звено. 10. Мальхут, проявленный мир, шхина. Древо жизни – графическое изображение сферот и путей между ними, представляющее структуру всего творения и карту духовного восхождения человека. 4 мира каббала описывает реальность как состоящую из 4 уровней: ацилут, эманация, мир божественности, брия, творение, мир архетипов, етира, формирование, мир эмоций, и асия, действие, физический мир. Концепция творения, согласно Каббале, Бог создал мир через процесс цимцум, сжатие, сокращение, когда Эйн-Соф сократил себя, создав пустое пространство для существования творения. Затем через серию эманаций возникли миры. Душа человека, Каббала учит, что душа состоит из 5 уровней: нефеш, животная душа, руах, дух, нишама, душа, хая, живая, и ехида, единственная. Каждый уровень соответствует определенной степени духовного развития. Тикун – концепция духовного исправления. Каждая душа имеет особую миссию по исправлению мира и самой себя. Лурианская каббала развила идею о том, что при творении произошла космическая катастрофа, разбиение божественных сосудов, и человек призван собрать рассеянные искры святости. Рассмотрим практики и методы, используемые каббалистами. Медитация на буквы и имена Бога – одна из центральных практик. Каббалисты медитируют на 72 имени Бога, тетраграмматон, 4-буквенное имя ЕВХВ и различные комбинации священных букв. Считается, что еврейские буквы – это не просто символы, но духовные силы, через которые был создан мир. Гематрия – система числовых значений букв.
Каждая еврейская буква имеет числовое значение, и слова с одинаковой суммой букв считаются связанными на глубинном уровне. Это инструмент для раскрытия скрытых смыслов в священных текстах. Нотарикон — метод, при котором каждая буква слова рассматривается как начало другого слова, создавая акронимы и раскрывая дополнительные значения. Тимура — перестановка букв по определенным правилам для извлечения тайных значений из текстов Торы. Изучение священных текстов, глубокое изучение Торы, Зоара и других каббалистических книг считается не просто интеллектуальным занятием, но духовной практикой, меняющей сознание изучающего. Каванот — специальные медитативные намерения при выполнении заповедей и молитв. Каббалисты разработали сложные визуализации сферот, имен Бога и духовных процессов, сопровождающих каждое ритуальное действие. Ехудим — практики объединения, медитации на комбинации божественных имен для достижения единства с Богом и исправления духовных миров. Этические практики — работа над качествами характера мидот, соответствующих различным сферотам, развитие милосердия, строгости, смирения и других качеств в гармоничном балансе. Ночное бодрствование — практика тикун-хацот, полуночного исправления, когда каббалисты встают в полночь для молитвы и оплакивания разрушения храма, что символизирует разделение между Богом и Шхиной, божественным присутствием. В 20-21 веках каббала получила широкое распространение за пределами традиционного иудаизма. Возникли различные течения. Академическая каббала — научное изучение каббалистических текстов и истории как части еврейской философии и мистицизма. Традиционная каббала — продолжение изучения в ортодоксальных иудейских общинах, где доступ к глубокому изучению часто ограничен зрелыми образованными мужчинами. Популярная каббала — адаптированные версии учения, доступные широкой публике, включая неевреев. Каббала остается живой традицией, продолжающей привлекать искателей духовной мудрости своей глубиной, символизмом и практическими методами самопознания и трансформации сознания.